Shall we begin? Hola chicos, soy Victoria y hoy no estoy sola, me acompaña Alena. Hola. Alena nació en Krasnodar, pero hace 7 años vive en Tokio. Y Alena tiene su propio canal para la gente que habla japonés. Yo sé que muchos de vosotros me ya han enviado muchísimas preguntas para Alena y yo espero tener muy interesante entrevista con ella. Quiero pedir disculpas desde el principio porque sí puede ser que puedo leer vuestros apellidos y nombres un poco incorrecto. Y también tengo muchísimas preguntas que os me he enviado en correo electrónico, en Instagram, también en comunidad en YouTube. Y voy a leer vuestras preguntas directamente desde mi móvil. Empezamos. Так, Алена, сейчас будет наиболее популярный вопрос. Mis suscriptores tienen mucha curiosidad por la cultura japonesa y me han pedido que te haga unas preguntas. Les interesa mucho saber la opinión que tiene una chica rusa que lleva viviendo en Japón 7 años. Моим подписчикам очень интересно знать, значит, мнение девушки, которая 7 лет уже проживает в Японии. Raúl Ferrer, Eduardo Reyes Mejía y Enrique Guzmán Rodríguez les gustaría saber lo que todos estamos pensando. ¿Qué razón te llevó a una chica руса como tú a vivir en Japón? Что привело тебя в Японию? По какой причине ты там оказалась? На самом деле я любила Японию с детства и всегда хотела пробовать там пожить. Вот, поэтому для меня это было таким, скажем, следствием моих детских увлечений. Вот, мне интересно было... Да, и культура Японии, и язык. Вот, то есть я увлеклась Японией еще в 10 лет. Вот, и уехала в нее в 19. Да. Чем ты занимаешься в Японии? ¿Qué haces? ¿Qué dedicas en Japonía? Сейчас я работаю в Японии в качестве модели и ютубера, ютуб-блогера. Вот, я училась в Японии, получается, 5 лет. Вот, потом я То есть полностью ты поступила в университет, да? Да, я получила бакалавра в Японии на японском языке. Потом какое-то время работала в компании, такой вот большой-большой корпорации. Вот, потом как бы я оставила эту корпорацию. Вот, и сейчас, получается, да, я работаю моделью и веду свой блог на YouTube. С следующего года я снова буду учиться. А какую профессию ты получила? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué diploma tienes en Japón? Я изучала японское право. То есть ты юрист, да? Да. Я тоже. Ну, не японское, а российское право. Да, я японское учила. Vale. ¿Y qué te parece la cultura y gastronomía japonesa? Как ты оцениваешь гастрономию японскую? Как ты вообще относишься к японской кухне? Я люблю японскую кухню, и в Японии хорошо то, что, в принципе, невкусных ресторанов их почти нету. Ты куда бы ни зашел, как бы, да, в дорогой ресторан, в дешевый, там, в забегаловку, везде, в принципе, вкусно. Хотя японцы уже избалованные люди, и они, как бы, начинают, там, вот, здесь хорошо, здесь не очень, но мне везде вкусно. Ну, как бы, да, это банально звучит, неинтересно, но суши я очень люблю. А какие самые популярные? Вот смотри, ну у нас из японской кухни, ну, наверное, такие типичные русские люди, что они знают, суши, роллы, наверное, какие-нибудь там супы, лапшу с чем-то. Что еще из таких самых популярных блюд? Что любят иностранцы, например, да? Да, ну и вообще, что едят сами японцы, что такое? Именно национальные блюда. Сложно так сказать сразу, но у меня что сразу вспомнилось, это блюдо, которое называется набе. Набе — это кастрюля по-японски, то есть блюдо, когда ты собираешься за столом с семьей, допустим, в ресторане, у тебя плитка там стоит, там кастрюлька, и ты в ней наливаешь в нее специальный соус, как бы, да, ну, какой-то супец, и в нем ты ингредиенты свежие, получается, варишь, и вот все вместе сидят из этой кастрюльки, едят, как бы, да, это зимой, и вкусно, и просто весело. То есть без тарелочки сразу оттуда? Нет, у тебя есть своя тарелочка здесь, вот здесь вот стоит общий, да, как бы котел, скажем так, это в котле варить.
бы все подкидывают что-либо, там, мясо, овощи, как бы, да. И зимой это, правда, очень как бы согревает, да. Ну да. Еще из японской кухни гречневая лапша, соба. Мгм. То есть у нас в России есть гречка, но нет лапши. Японцы не едят гречку в таком виде, как она есть, как бы, да. Они ее перерабатывают в муку гречневую, из нее делают как бы лапшу. Это тоже из такого, что вот очень популярно. Также у них популярное блюдо, называется домбури. Домбури — это пиаловка глубокая. Это, грубо говоря, рис и что-либо на рисе. Вот, нас как называют? Бол, по-моему, так называют, да, иногда. В Японии как бы это как бы типичное довольно блюдо. Бывает с сырой рыбой, бывает там с какими-то жареными котлетами, да. Много с чем бывают эти вот домбури. Тоже такая довольно вкусная еда. Еще, кстати, есть вид домбури с говядиной. То есть рисик, на нем жареная вкусная говядина с разными вкусами. И это такой тип японского фастфуда, скажем. То есть в Японии очень дешево стоит, там несколько долларов как бы, по японским меркам, это дешево. И очень вкусно, питательно. И, в принципе, считается, что в такие заведения больше ходят мужчины. Там быстренько зашел, вкусненько поел, недорого заплатил, доволен. Но я тоже хожу в такие заведения и кушаю. ¿Qué prefieren más los japoneses, carne o pez? Что они больше предпочитают? Все-таки в японской кухне преобладает рыба, морепродукты или мясо? Изначально, исторически, все же преобладает в японской кухне, конечно же, рыба, но сейчас как бы японцы, мне кажется, что они едят мясо не меньше, чем они едят рыбу. Как бы они едят много очень говядины, наверное, вот прям много свинины, очень много птицы они едят, ну, вот курицу, да, то есть, в принципе, все основные виды мяса у них есть, и они их едят, и можно и баранину найти, ну, это уже больше, скажем, на любителя. Это не так распространено, но это тоже все как бы имеет место быть. А вот говядину японцы, мне кажется, очень любят. Да. Ну, кстати, полезно. Siguiente pregunta. Jean-Paul del Valle, Alberto del Canal Soy Tapatía, Yair Alvarado, Juan Peña, Mauricio Quiros y Carlos Colchado preguntan sobre choques culturales. ¿Qué choque cultural te ha impactado más cuando has llegado a Japón? Что больше всего повергло тебя в культурный шок, когда вот ты первый раз приехала в Японию? На самом деле, как бы я до отъезда в Японию уже очень много всего о Японии знала. Я, в принципе, представляла себе, как бы, да, какая она Япония и какие, как бы, они японцы, да, но, наверное, это неинтересно. Но что меня прям удивило... Кстати, есть этот вопрос, что, да, есть этот вопрос, я тебе чуть дальше, что твои ожидания от Японии совпали ли они с реальностью? Это я потом расскажу, да, то есть меня удивило, но это правда, это неинтересно, но меня удивило. В один из первых буквально моих дней в Японии я воспользовалась метро. И то есть я привыкла, что вот в Москве, допустим, да, у нас есть такие бумажные карточки, ты вот их купил, там засунул, ну, или приложил, и потом люди их выбрасывают, они там вот валяются, как бы, да. А в Японии, как бы, у них плата за проезд, она зависит от расстояния. Поэтому ты, как правило, не только на вход билетик вставляешь, и на выход тоже, это да. В Китае есть так. Точно так же, допустим, там есть карточки, ты их заряжаешь, да, пикаешь на входе, пикаешь на выходе. Вот. И, то есть, можно также купить билет, посмотреть стоимость твоего маршрута и купить. И, то есть, получается как, ты вставил билетик на входе, и на выходе ты еще раз его вставил, автомат проверяет, совпадает ли стоимость, и он его засасывает, этот билетик, то есть мусора не появляется. И такая, это же гениально! В Москве валяются билетики, иногда я прям вижу вот в метро, да, мусор. В Японии они просто засасываются, и все, мусора нет. Это меня очень все время удивило, я прям до сих пор это помню. Ну да, это хороший вариант, кстати, да, экономить на бумаге, да, это очень хорошо. Наверное, перерабатывают. У меня еще был шок, когда я ошиблась со стоимостью билета, я купила билет дешевле, чем мне нужен был, и я доехала до нужной станции, у меня прям паника была, боже, что же делать, куда же идти? Выходить ли на нужной станции или ехать дальше, как же я выйду? Оказалось очень просто, что это как бы абсолютно нормальная ситуация, есть специальные автоматы, ты можешь вставить свой билет, и автомат тебе скажет, так, с тебя еще вот столько, доплати, все. И билет обменяется просто. А мне так страшно было, я работника станции искала, объясняла ему, знаете, я ошиблась. Не там вышла. Нет. Вышла я там, я билет не тот. Ну да, не тот билет. Да. Но из такого вот вообще из действительно. Культурного. Да, вот на что самом еще? Деле, что меня удивило, то, что японцы очень много пьют алкоголя. Да. Дело в том, что японцы, они вот не такие сильные, наверное, как мы, у них более организм чувствительный. Допустим, если русскому там нужен, я не знаю, ящик, наверное, там, вина, чтобы опьянить, то японцу вот там, не знаю, 2 бокальчика, даже бокальчик бывает. И они уже прям пьяные? И человек Слушай, такой, счастливые люди. Да. Как им мало нужно для счастья. Это экономно. Да, это эконом.
Ну, то есть, даже моя мама, она была в Японии, как она не живет, она там была. Перепила всех мужиков. Нет, ну просто была в шоке, что вот особенно в пятницу, я ей рассказывала заранее, говорю, мам, ты знаешь, в пятницу очень много пьяных в поездах. Пьяные японцы очень спокойны, никого не обижают, там, ничего, как бы, да, они просто пьяные, ну, как бы, но они есть. И это бросается в глаза, и девушки, и парни, вот. И мама мне говорит всегда, говорит, ты знаешь, они пьют не только в пятницу, они всегда пьют. Вот, то есть, действительно, у них нормальным считается вот после работы с коллегами пойти в компанию и выпить. Это абсолютно нормально, это как бы, ну, часть отношений в коллективе у них вот так вот происходит, и они очень часто, правда, после работы коллегами ходят там снять стресс, пообщаться, именно в неформальной обстановке. Ну, поэтому в Токио в поездах вечерами очень много пьяных, ну, особенно пятница, суббота, воскресенье. Люди тогда спят на станциях. То есть мужчинка ухоженный, в хорошем костюме. И вот так вот на скамейке на станции спит. То есть это было шоком, да, все-таки? Да. Что наши держатся? Сейчас я уже привыкла, то есть для меня это уже, ну, да, в Японии Норма оно вот жизни, так. Да, так, вот так бывает, да, я уже не смотрю на это как на что удивительное. А вот раньше я такая... И вот когда мне в Японии говорят, что вы русские, столько пьете, мне так обидно. Да я не пью столько. Ну да, вы водку пьете, они еще все считают. Все мы пьем водку. Я никогда не пила водку в чистом виде. И я. Только коктейли. Это вкусно, коктейль на водке, да? Нет, я не пью ни в коктейле. Может быть, один раз в жизни моей было, что я там что-то на водке, но это не мой напиток, в принципе, его не пью. И мне было, конечно, тоже очень странно, когда я в Испанию там приезжала, что научишь нас водку пить. Я говорю, блин, ребята, отвалите, блин. Я понимаю, что в Японии, что ты русская, тебе не холодно, ты пьешь водку. А в Токио, правда, холодно. Там постоянно сквозной ветер, и отопления нету. И Про отопление подожди. очень холодно. Подожди, это отдельный вопрос. Спойлер, вырежи. Siguientes preguntas. ¿Qué extrañas más de Japón cuando estás en Rusia? Что больше всего тебе не хватает японского из Японии, когда ты в России находишься? Почему скучаешь больше всего? Чего здесь именно в России нет, что такое есть в Японии? Ну, на самом деле, как бы, я скучаю, это банально, это скучно, интересно. Я, конечно, скучаю по настоящим суши, но это слишком банально. Я вам расскажу еще о кое-чем. Я скучаю по японской ванне, по японским горячим источникам. Дело в том, что в Японии ванны, даже вот стандартно, да, я снимаю квартиру, моя ванна, она говорящая, да, я по ней скучаю. Ты настраиваешь на дисплей. Ты с ней общаешься. Да, ты выставляешь количество воды, температуру, закрываешь ванну крышечкой, и ванна, можно даже не закрывать, но просто, чтобы она не охлаждалась, да, ванная наливает тебе нужное количество воды, нужная температура, и пока ты в ней не придешь, ванная будет температуру эту поддерживать. И даже когда ты в ванную сядешь, температура воды не будет поддерживаться. Я всегда ставлю погорячее, и то есть японская ванная, это прям вот кайф. И плюс горячие источники, как Япония страна вулканов, да, то есть там и у нас в России источники есть, но в Японии есть везде. Как говорят японцы, если в каком-то месте нет источника, там просто еще не копнули. Это правда, они такие не сюда. Да там не копнули, копнут, будет источник тоже. У них очень разные, вот сероводородные особенно, как бы, да. И зимой я всегда купаюсь в японских источниках горячих, и в России этого не хватает. В Японии это очень доступно. То есть есть даже общественные бани. Там не всегда вода именно термальная, но как бы там красивые ванны на улице прям, да. То есть это очень приятно зимой окунуться в такую ванную. А в России, как бы, вот у меня дома есть ванная, да. Слушай, ну у нас же тоже есть горячие источники, очень многие любят ездить. Я знаю, я была, если об этом видео, на моем канале есть видео про российские источники. А вот ну, мы все равно не поймем, даже не найдем. Но они другие, в смысле бассейны, а в Японии, то есть вот что у них классно. Более природно, да? На открытом воздухе, вот, да, то есть ванна, ты видишь там горы, лес, снег, да, то есть вот, ты, ну, как бы, правда, голышом купаться нужно, кстати, то есть в купальниках нельзя. Есть источники определенные, которые заточены под иностранцев, но стандартно это купаться нужно голышом. Все японцы нормально к этому относятся. Раздельно, да. Но иногда бывают смешанные ванны. Если спросишь меня, была ли я в них, да, в них была. Я привыкла. Понятно, оценила. Стоит ли там оставаться дальше? Да. Вообще в Японии каковы перспективы, да? Да. Siguiente pregunta. ¿Te costó mucho adaptarte a la cultura japonesa? Тяжело ли тебе было адаптироваться к японской культуре? Ну, я бы не сказала, что прям тяжело, но как бы мой характер, он не очень похож на характер японцев, то есть я такая более... Японцы, они не конфликтные люди, они очень спокойные, они стараются не ругаться, они стараются мирно все решать, как бы, да.
Они там не накричат, они прям молчат, там в себе как-то поддержат, да, а я гораздо более эмоциональная, и как бы мне очень сложно понять, да, где можно что-либо сказать, там, какое-то недовольство, да, а где лучше промолчать, и как бы вот где грань, где культура грань, заканчивается, да, где грань, да, вот до которой можно говорить, допустим, честно, какие-то там свои какие-то негативные да, вещи, а где грань, которую нельзя переходить, и я всегда в Японии думаю, а вдруг я снова сказала лишнего? Понятно. Да. Ну, в общем и целом, не В очень общем и тяжело, целом, да? ну, как бы, дело в том, что если ты как бы там живешь, да, все равно понимая и пытаясь понять их культуру, это не так сложно. Просто есть люди, которые приезжают по работе, да, которые приехали в Японию, да, она им нравится, но они, скажем, больше приехали, потому что вот так жизнь сложилась. Когда Необходимость, таким людям, да, может быть сложно, потому что мы разные. То есть мы, русские, все равно более эмоциональные, более прямые, а японцы стараются вот жить мирно, спокойно, как бы, да. Мы по-разному выражаем эмоции, свои какие-то чувства, и действительно, как бы, по-разному относимся к работе. Я считаю, что как бы есть огромные плюсы в характере японцев, и в нашем характере. Также есть минусы, как у нас, так и у японцев. Это нормально, как бы, да. Но чтобы адаптироваться в Японии, нужно все же подходить, наверное, к этому с пониманием, да, то есть что другая культура, она отличается, да. Ну да, всегда. И все же с любовью к стране, то есть понимать, что японцы, они другие, но это нормально, и как бы, возможно, мы им тоже непонятны, да, как бы, но это нужно принять просто. То есть, Ну да, потому что нельзя идти, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом, да, это нужно понимать. Какая бы страна ни была, и ты меняешь, ты должен адаптироваться к ее условиям. Да, просто есть вещи, которые вот непонятны нам, да, если копнуть глубоко, то всегда ведь можно найти причины, почему у нас так сложилось, да, почему там, не знаю, в России там алкоголизм есть проблема такая, да, почему японцы такие сдержанные, иногда даже слишком, вот, чересчур, почему они такие? У этого всего есть свои причины, следствия, какие-то плюсы, да, то есть так было нужно. И я всегда, когда вот думаю, какое странное правило, там, какой странный обычай, я пытаюсь подумать, стоп, а может в нем есть плюсы, да? А может, какие-то есть причины у этой страны вот такой вот быть. И тогда по-другому смотришь на вещи. Вот. Ну да, у всех разные, все мы в разных условиях. Это Совершенно так разные, оно и да, есть. и экономические, исторические, вообще условия разные, поэтому... Ну вот как раз это вопрос. Да. Quando llegaste a Japón y empezaste a vivir ahí, lo que imaginabas y la realidad son parecidas? Вот когда ты только туда приехала и начала жить, все твои ожидания от Японии и реальность, они совпали или нет? Ну, в принципе, да, то есть я ехала, скажем, зная, в принципе, о Японии довольно неплохо, именно от японцев, как бы из доверительных источников, в принципе, да. То есть таких моментов, которые там мои ожидания не оправдали, если честно, их как бы не было, действительно. Я не могу ничего такого вспомнить, что да, я думала, там будет хорошо, но оказалось не очень. Я не припоминаю ни одного такого момента. То есть оправдали все твои мои ожидания, да? Были, конечно, вещи, которых я не знала, и которые я узнала уже, пожив как бы там, но именно мои ожидания, да, вот к стране как бы, да, не оправдались. Y siguiente pregunta, ¿qué es lo más interesante que has aprendido de la cultura y costumbres? Что самое интересное из того, что ты выучила в их культуре и, ну, как бы получила от них в их обычаях и культуре, что ты смогла от них перенять? Что было самым интересным? Мне кажется, что, наверное, терпение. Как бы это странно звучало, то есть я нетерпеливый человек. Как бы если я злюсь, я злюсь. То есть японцы научили тебя терпеливее быть, да? Да, но я понимаю, что как бы не всегда нужно злиться, не всегда нужно сразу там вот рубить дрова, да, просто. Нужно иногда сесть, успокоиться и подумать. И это избавляет тебя в жизни от многих проблем. Это да. То есть, иногда люди перебарщивают, то есть, да, иногда нужно, правда, потерпеть, это хорошо. И я научилась как-то вот себя сдерживать, и я еще учусь, я еще в процессе. Но я стараюсь как-то, да, если что-то у меня вызвало какую-то негативную эмоцию, вначале все же успокоиться и обдумать на холодную голову. Да, потому что даже если брать, вот мы с тобой на юридическом обучались, 80% преступлений совершаются сгоряча, да, на каких-то необдуманных убийств, еще что-то на бытовой почве. То есть когда человек уже сел, остыл, он уже понимает, что он что-то натворил совсем. Не то, что он вообще планировал и не планировал. То есть именно это чаще всего происходит у людей, таких холериков, которые вообще себя сконтролировать не могут на самом деле свои эмоции. Поэтому уметь контролировать свои эмоции – это очень хороший показатель потом по минимуму количеству тех же преступлений, в принципе, и меньше проблем. Так. И еще момент есть, еще я научилась благодарности. То есть я как бы даже сейчас, мне говорят, что я спасибо,
говорю гораздо раньше, чем раньше. То есть он прям удивляется, Чаще, что да? я закажет там мелочь, когда японцы, у них это уже автоматизировано. За какую-то мелочь, там, банальнее, что там, не знаю, человек тебе вот отсюда вот сюда тебе телефон подал. Как бы японец Мгм. скажет спасибо. И как бы они благодарят, скажем, за очень многие вещи, да, то есть и какие-то повседневные, просто там, не знаю, как бы это сказать, ну, в общем, за какие-то вещи такие, скажем, природа, да, что-то такое. То есть благодарность много к чему. Мгм. И, например, вот что мне очень в традициях у них нравится, у них на Новый год мы как-то все-таки проводим именно вот ночь, да, новогоднюю, а японцы больше утро. Первое утро Нового года. И на Новый год они встречают первый рассвет. Не все, у кого есть возможность, скажем так, Мгм. поехать куда-то, где его видно, этот рассвет, да. Но не считается как бы очень хорошей традицией вот посмотреть, как бы, да, как расцветает. И мне кажется, какая-то благодарность, наверное, к природе, как бы, Ну, у да, них за же то, это что он религия, есть. синтоизм, да? То есть Да, они да, благодарят каждый камень, каждую веточку да, за то, да, что то есть, у них это есть. да. То есть То есть это у них нет сильно, такого, да? что вот он Бог, а мы вот перед ним здесь, как бы Мгм. нет. Они просто считают, что Бог, он есть везде. Везде в природе. Да, да, что вот Бог — это вся, в принципе, природа. Да, и это мне тоже, как бы, в принципе, близко, и вот нравится такая благодарность, наверное, к миру, к природе, Ну да, да, да. за то, что мы есть. Философия уж не какой-то. Nuestro querido amigo Akira GP Tokyo pregunta sobre los estereotipos que se tienen sobre otras culturas. Наш дорогой друг Акира Да. хочет нас спросить о твоих стереотипах о других культурах. Он говорит о том, что ты посетила многие страны, также была в Испании, и он хочет тебя спросить: ¿Has visitado alguna vez Latinoamérica? Ты когда-нибудь посещала Латиноамерику? Нет, в Латинской Америке я не была. Из испаноязычных стран я была только в Испании. Пока что я хочу в Латинскую Америку, мне Мгм. было бы очень интересно. Ну вот, возможно, в следующем году, когда И будет ограничений меньше. ¿Cuál tu opinión sobre Испания? Какое твое мнение об Испании осталось? Мне понравилось в Испании, вот, то есть я была только в Мадриде, город такой был довольно красивый. Вот, единственное, что, кстати, вот меня удивило, что мы с мамой не смогли найти какое-то такое интересное заведение, где была бы испанская еда, кроме паэльи. Я потом уже узнала, когда уже уехала из Испании, что это нужно у местных спрашивать, и они тебе расскажут, где самые лучшие рестораны, что-то. Немножко удивило меня, то есть, что вот на главных улицах города как-то, как сказать, рестораны очень похожие, что ли, то есть вот я как-то не наелась испанской еды, хочу поехать поесть в Я Испанию. тебе потом расскажу, куда надо Расскажи ехать. мне, Я пожалуйста, тебе где в расскажу. Испании? В страну Расскажи Басков. мне. Шикарно. Да. Это просто высшая Вот еда, хотелось, которая... да, больше познакомиться с испанской кухней, то есть, правда, я уверена, что вкусно все. Вот как-то мы сами, да, то есть там, ища это на русском, там, где-нибудь в Гугле, мы с мамой не нашли вот прям, чтобы ресторан такой хороший был. Да. Еще, Душевная. кстати, вот мы с мамой заметили, что, наверное, в Испании любят приятные ароматы, потому что очень многие, вот отель, где мы были, он был ароматизирован прям, то есть такой какой-то запах, знаешь, свежий, такой приятный, прям вот комната вся пахла, коридоры. Мама говорит, что на улице сейчас замечал тоже, что вот, да в магазинах. Мне то есть кажется, это моющее средство. ароматизация. Быть может, но прям приятный запах такой, знаешь, ароматизатор. Ну вот типа, знаешь, как типа вот эти Леноры и так далее, когда оно выстирано в чем-то, еще что-то. Ну да, Но может он быть. был более утонченный, то есть Ленор, ты чувствуешь, вот Ленор. А там запахи более похожие были на духи. Ну правда, вот мама до сих пор говорит, в Испании так пахло. Да, В общем, интересное впечатление. да. Так, значит, в Латинской Америке ты не была. Нет. Вот, и Акира далее тебя хочет также спросить, ¿qué tipo de imagen tienes de América Latina? Какие у тебя вообще стереотипы о Латинской Америке? Что вообще, когда тебе говорят Латинская Америка, что ты себе представляешь? Какие у тебя? Я представляю, что там немножко жарко, что у людей темперамент жаркий, что все танцуют везде. Все горячие, да? Танцуют все, да. Я бы танцевала с ними тоже вместе. Я бы тоже. Научите меня танцевать. Какие еще? Что-то еще может быть? Что-то еще. Ну вот, правда, же сразу вспоминается темперамент такой вот более горячий, скажем, такой, да. И действительно, вот танцы, да. То есть у меня есть подруга, которая в Японии, да, она русская, вот, как бы, и как бы она была замужем за японским мужчиной, как бы, и он был очень такой спокойный, уравновешенный, вот. А сейчас, как бы, она, получается, замужем за парнем, ну, бразилец, получается. Она говорит, что он такой... То есть она получает много эмоций, да? Да, да. Получает много эмоций. А вот если брать такие вообще страны Латинской Америки, есть какие-то наиболее предпочтительные, которые бы ты, допустим, в первую очередь хотела бы посетить? Ну, на самом деле, это, конечно, я стесняюсь говорить, но я, наверное, не так много знаю до Латинской Америки, чтобы сказать, вот сюда обязательно хочу.
а вот сюда меньше, больше, то есть мне всегда интересно все новое, поэтому, да, я бы во все слезла, в принципе, то есть, да. Как ты корректно ходишь. Нет, я правда так считаю, то есть, скажу честно, я просто не так много знаю, знаешь, как Мгм. бы, ну, нет какого-то конкретного, что вот сюда прямо хочу, вот тут я знаю, то есть я слишком мало знаю, чтобы Мгм. там Чтобы решить, да. приоритет То есть какие-то по Европе я расставить, да? знаю больше, у меня как бы есть, знаешь, я хочу вот сюда, Мгм. там больше, чем вот сюда, а по Латинской Америке, как бы, я там вообще никогда не была, надо хотя бы раз поехать, там, в одну-две страны, да, и понять, что там как обстоит, Мгм. вот, как бы, да. Мгм. Так, дальше от Акиры. Мгм. Так, кейс 4 да. Cuando grabas el video de selfie en frente de mucha gente, ¿no te da nada de vergüenza? ¿Qué te da más vergüenza cuando haces un video hablando japonés en Japón o hablando japonés en Rusia? Не стесняешься ли ты ходить с селфи-камерой и снимать видео, когда много людей вокруг? И где ты больше всего, ну, где ты больше стесняешься говорить на японском в России или на японском в Японии, когда ты снимаешь, идешь что-то? Мгм. Но есть у тебя вот такой момент, не, как бы, когда тебе некомфортно? Ну, начнем с того, что я не снимаю в скоплениях людей себя, потому что запрещено в том плане, что ты ведь не можешь так просто людей захватить, особенно в Мгм. Японии, там у них строгий как бы закон, то есть, ну, ты не имеешь права человека без спроса фотографировать, человек может потом на тебя как бы пожаловаться, это как Мгм. бы закон такой, да, Мгм. то есть я поэтому снимаю в основном или дома, или где-нибудь в горах, путешествиях, где людей практически нету, вот, и, ну, да, иногда бывает немножко я стесняюсь, как бы, Ну, ну, допустим, не ты в сильно. поезде едешь, ты сидишь, ну да, ты себя только снимаешь, но, грубо говоря, там сидит человек, он тебя Да, слышит и кстати, видит, я недавно и так там снимала, сидит, да. не чувствуешь ты такого дискомфорта? Если честно, я привыкла. Раньше, да, как-то было некомфортно, как-то я так стесняюсь. А сейчас, честно говоря, да, нормально. Уже привыкла, да? Я привыкла, да, то есть. Ко Ну всему и как можно бы в привыкнуть. России, на самом деле, как бы, кстати, были люди, которые, вот, не зная японского языка, как догадались, что был японский. Мгм. Мужчина недавно в поезде как раз таки был, такой, я договорилась, снимала видео, он такой мне, а вы на японском говорили? Я ему говорю, да, как поняли. Он говорит, да, я смотрел там много всякого на японском, ну, там, передачи какие-то, аниме, может Мгм. быть, фильмы Ну да, японские, да, да. да. Какие-то Говорит, слова знакомые да, я слышал. догадался, говорит, что японский. Я думаю, что ты даже когда прощалась или спасибо говорила, есть определенные, да, там слова как популярные, да, привет, до Ну да, свидания, там я не что, прощалась, это было просто посередине видео фрагмент, да, ну, может такой, быть, но что-то как-то все услышала, равно, что-то опознала. да, может, по интонации как-то, потому что японский, он, в принципе, если знаешь его интонацию, она такая вот типичная довольно для японского, да. В Мгм. Японии, перед японцами. Да, честно говоря, я не стесняюсь. Люди, они обычно идут на меня такие, о, ютуберша. Я такая, ну Мгм. да, ютуб снимаю, такие, ну, молодец, хорошо. То есть, как бы, никто за это ко мне плохо не относился, Мгм. вот, поэтому я привыкла, как бы, сейчас, тем более, очень много видеоблогеров, да, то есть, которые Уже не снимают. удивляет никого, да? Это уже не Особо. настолько редкость, да. Поэтому, в принципе, нормально. Мгм. Так, дальше ряд вопросов. David Romero le gustaría saber, ¿ha sido fácil o difícil adaptarse a los espacios pequeños que hay en Japón para vivir? ¿Cómo son las viviendas? Значит, у нас спрашивают, тяжело либо сложно тебе было адаптироваться к маленьким помещениям в Японии, к маленьким квартирам? И вообще, как там дела с жильем обстоят? На самом деле японские квартиры отнюдь не такие маленькие, как о них все думают. Ну да, действительно, частные дома, как бы у нас частный дом, там сразу большая площадь, да, как бы дома в Японии, правда, меньше, да. А что касается квартир, ну как бы у них не настолько они маленькие, ну не очень большие, но как бы я не ощущаю, что мне как бы некомфортно. То есть я живу Мгм. в квартире нормальной. Вот, до этого я жила в общежитии всегда. И А, общежитие было комната на одного человека, новенькая, чистая, с иголочки, поэтому мне было в Японии жить комфортно. Вот, но да, действительно, то есть именно частный дом, у меня есть мечта когда-нибудь там, не знаю, купить, может, свой частный дом, когда я буду богатой. Вот. именно частным, да, 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 да. да, то есть я хочу жить в доме, потому что я хочу Мгм. иметь машину, а в Японии парковка дорогая, А, поэтому выгоднее иметь дом с парковкой свой, чтобы мгм. за парковку не платить. То есть я хочу собаку, поэтому я хочу иметь дом. Вот, ну то есть так как земля дорогая, в Токио построить прям просторный дом, то есть площадь будет как квартира, да, то есть, Мгм. ну, как бы зачем тогда дом, да, такой маленький. Вот, поэтому, как бы, я бы хотела построить дом, наверное, за пределами Токио, вот тогда это возможно. Но, конечно, да, тут немножко иногда печалит мысль, что
вот дом, а его большой построить сложно, там большой сад тоже делать сложно, потом как бы Япония, да, Япония не такая маленькая страна на самом деле, просто в Японии очень много гор, а площади, где можно жить, как бы не так много, из-за этого земля как бы дорогая, да, Мгм. вот, ну то есть вот так. И у меня квартиры мне нормально, то есть я у друзей бываю, они не такие маленькие, то есть то, что там показывают в видео где-нибудь там, вот такая комната, на всю комнату один матрас, человек спит, ну, это скорее большая редкость, сами японцы скажут про такой, какой ужас. Ну Как вот бы, это реально правда, что люди спят на полу на матрасе, что кровать это не очень принято. нет, как бы изначально, да, это японская культура, футон, это как бы именно вот матрасик специальный, и, ну, как бы сейчас больше всего людей все равно спит на кроватях, как бы это Мгм. нормально, но спать на именно футоне это тоже абсолютно нормально. И я люблю спать на футоне. То есть я иногда езжу в японские гостиницы, в рёканы, рёкан называется, и там всегда как бы вот традиционный пол, татами из бамбука, и на него вот футон. Это очень именно приятно, то есть это на бамбуке спать, как бы, да, на вот футоне. Он не слишком мягкий, не слишком твердый, и такое одеяло всегда они кладут прям такое объемное, классное. Мне нравится, я вот обожаю это Но не делать. холодно, да? Ну, нормально, не холодно. Мгм. Если это холодный сезон, то они тебе в комнате включат как бы какое-нибудь отопление, там принесут печечку, да. Ну, то есть людей, хотя я не могу привести конкретные прям данные, да, статистические, то есть сколько людей в Японии спит на кровати, а сколько на футоне, но по моим наблюдениям все молодые люди в основном уже спят, конечно же, на кровати. Но, кстати, Глобализация всех да, захватила, да? да. Но говоря о футоне, это удобно в Японии в том плане, что действительно, если дом маленький, да, частный, то ты можешь футон свернуть, положить в шкаф, и комната пустая у тебя будет. То есть это удобно в плане экономии места очень, Мгм. прям выгодно, Экономия да. пространства. Да. Выход.